Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами со Спартаком Субботой. Он на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Да, Спартак, взаимно. И вы знаете, вот как нельзя кстати наша сегодняшняя встреча. Вот там, ну, по той причине, что вот прям свежее, с пылу с жару, буквально вчера. Ну, вообще там было немножко раньше, позавчера, это интервью Sky News, оно вышло там с утра в определенных тезисах, а к вечеру, ну, собственно, разложили на определенные позиции Зеленского и то, как он предстает, внимание, перед визитом Трампа в Лондон, что особенно Мгм. интересно. О Лондоне, об отношении, о позиционировании Трампа мы поговорим немножко позже, о том, как его встречают портретами с Эпштейном. Это тоже очень интересно, вместе с тем, как вообще в Лондоне сейчас одна манифестация, другая манифестация, причем отношение такое своеобразное. Меня интересует другое. Значит, он фактически выдал, ну, нарезал спектр задач, что делать Трампу. Да? Нужно быть смелее, нужно вводить санкции. И, говорит, ждет от Стармера, как от партнера, ну, лоббирование вот этих интересов на встрече с Трампом. Ну и готовится к встрече там на Генассамблее ООН, поедет в Нью-Йорк на следующей неделе Зеленский. Но, среди прочего, он сказал такую очень интересную вещь. Говорит, США и Европе надо больше думать об Украине. О Да, она не как! жалеет себя. А параллельным курсом мы увидели вчера публикацию Foreign Policy, профильное политическое издание, где говорит, что у Зеленского есть потеря реальности. Поэтому ему срочно нужно менять советников. Унижение Мгм. двойное. Ну, во-первых, потеря реальности, да, воюющая страна, лидер мира, на всех Оскарах включался, выступал во всех площадках, ну, 22-23 год. А Мгм. второй укол, конечно, что особенно больнее, надо менять советников. Это получается, что нас жужжали в уши, а теплая ванна из Зеленской ходит давно уже, слухи, с первого дня его президентства. Можете поставить диагноз вот этим словам и вот этому позиционированию, политическому позиционированию Зеленского в этом интервью? Смотрите, я даю этому оценку исключительно как клинический психиатр, и исходя из фабулы, что такое фабула? Фабула – это контекст. Исходя из фабулы, которую мы наблюдаем, это так называемый бред величия, то есть когда нет критики, у человека появляются идеи о величии, что его значимость значительно больше, чем значимость абсолютно всех остальных людей. Есть еще такое, знаете, выделяют как один из подвида бреда величия бред миссионерства, когда он передавал Папе Римскому икону, на иконе был нарисован маленький мальчик, видели, да, эту икону, который очень похож на Зеленского. Я не знаю, обратили вы внимание или нет, я вам скину это, посмотрите. То есть маленькие фотографии маленького Зеленского, где он в детском садике, очень похожи на того маленького мальчика, который нарисован с Девой Марией, который он передал, собственно, в Ватикане. Потому мы можем наблюдать у него бредовые тенденции. Причем эти бредовые тенденции, они циркулярные, они приходят и уходят. Они могут быть связаны с разными факторами, не подтвержденными с моей позиции, но давайте чисто гипотетически. Это может быть влияние психоактивных веществ. Второе. Высокий уровень давления и недостаток сна. Недостаток сна приводит к серьезным нарушениям восприятия реальности. Это приводит к большим проблемам. Потом и в психотическом факторе. У человека может быть галлюциноз, он может слышать вещи, которые не слышит и так далее. Бредовые идеи, то есть расстройство мышления, когда появляются идеи, которые не подлежат критике. Есть разница между навязчивыми идеями, сверхценными идеями и бредом. И вот бред – это как раз разрыв с реальностью, то, о чем говорят сейчас журналисты. Потому что есть прямое несоответствие того, что декларируется, с тем, что имеется на земле и по факту. И вот когда у человека вот бред мессии, что вот Украина изменит мир, ну, то есть дело в том, что для всего мира события в Украине – это что-то очень незначительное. Но для людей, которые находятся на территории Украины, поскольку они находятся внутри контекста, это очень большое серьезное событие. Сейчас, например, иммиграционная проблема в мире, она не менее страшная, чем проблема войны с Россией. Просто для нас она близка, и потому мы этот эффект, который называется эффект знакомства с объектом, нам кажется, что он более значим просто за счет того, что мы с ним знакомы. Но у США свои планы, и как сказал Трамп, что для меня является номер один – это позиция и потребности Америки. А э,
Зеленский утверждает, что для вас, вам бы больше думать про Украину, а не про собственные потребности. Это он во многом обращался, кстати, к Польше и Франции в связи с последними событиями. Германия пока не проснулась, там, как бы, мне кажется, ну, сами знаете, чем крепче спишь, тем сильнее будет, но со временем и они поймут, в чем проблема. Британцы уже как бы поняли, что не надо заигрывать с проблемой иммиграции. Так вот, то, что мы можем наблюдать, это разрыв с реальностью, это на самом деле бредовые тенденции. Диагностировать реальный психоз я не могу, потому что у меня нет доступа к человеку, но если мы можем оценивать по внешним признакам, например, есть такое понятие, как метасообщение. Это донесение информации невербальным путем. Мимика, жесты. Если следить за ними, они являются обрывчатыми, импульсивными, непоследовательными. Расстройство мышления связано с аллогизмами, то есть нет логики в построении речи. Если мы видим, что есть навязчивые идеи влияния, если есть бред реформаторства, Украина изменит мир, без Украины нет демократии. То есть это бредовая идея, бредовая концепция. Ни одной Украиной мир живет, есть много других проблем. Германия загибается из-за того, что энергоносители с Северным потоком-2, кстати, много вопросов к украинцам из-за этого теперь возникает, и посмотрим, как они будут действовать, потому что у Мерца очень падает уровень доверия. И когда придет другой человек, а если это придется АДГ человек, то это будет совсем другой разговор. В общем, да, мы можем наблюдать бредовые концепции. И знаете, почему люди в это верят? Вот почему они все... А Это почему называется... люди верят в бред? Это прям такой глобальный философский вопрос. Да, люди верят в бред по одной простой причине. Есть такое когнитивное искажение, массовое причем, перекос в сторону статуса кво. Когнитивное искажение, сутью которого является желание человека стремиться к статусу кво, потому что он является более понятным и комфортным, даже в отместку потенциальному риску что-то потерять и что-то приобрести. То есть люди будут стремиться к той ситуации, вот, например, мы будем воевать до конца, как говорят, да, вот, воюем до границ 91 года. Почему? Потому что эта тенденция им уже понятна, даже если она деструктивна. А любое изменение, давайте поменяем проектность, давайте сейчас пересмотрим варианты государственного строя. А давайте подумаем про федерализацию. То есть все это для людей сложно. И уклон в сторону статуса кво, он свойственен людям, которые находятся в тяжелых ситуациях, имеют невысокий уровень интеллекта, низкий уровень дохода. Короче, качество жизни сильно влияет на этот процесс. Исследования, которые были проведены Колумбийским университетом, показывают, что люди в государствах, в которых есть низкий показатель уровня жизни и стремится к снижению, как правило, такие люди более готовы радикализироваться и стремятся к самоуничтожению больше, чем те люди, которые живут в благополучных странах. Парадокс? Нет, все понятно. Мы об этом с вами говорили уже на одном из эфиров, что бедные люди, у которых не закрыты базовые потребности, они не мыслят логически, очень тяжело. Слишком большой когнитивный ресурс для этого нужен. Поэтому люди верят в то, что говорит Зеленский. Да, давайте отвлечемся, потому что я там хотел немножко попозже, но в школе это сейчас уместно. Мы вернемся к Трампу, к Зеленскому, к Лондону, к условиям. Недавно одна из... Ну как, не хочется там критиковать или там принижать значимость. Короче, певиц украинских, Тринчер. У нее там был роман, потом они расстались. В общем, она вся такая звезда. Или как кто-то говорит звездулька, кто говорит звезда. Ну давайте так, с уважением. Певица, да, украинская, Анна Тринчер. Она попала в скандал. Жуткие причем на самом деле. И там сидели девочками, какой-то подкаст, они там что-то там, ну вот эти все красиво рассуждали о том, что да как там, а кто там смотрит какие тиктоки, а кто чего. И она говорит, у меня был период, я вот прям залипала на, есть такой жанр видео, да, ну, обычно, когда приходит человек какой-то, который снимает контент, в какую-то вообще опустившуюся неблагополучную семью, с людьми больными, с людьми, ну, скажем так, за порогом или там за дном, под дном вот этого социального любого понимания жизни. Снимает их быт, квартиру, там вот это как они себя ведут, как они едят какую-то там еду, которую никогда не ели. Это есть такой трэш-контент, люди его потребляют. Можно по-разному относиться к, ну там, к этим людям, и она признается, что да, ой, и так смешно, и было прикольно. То есть нищета как прикол, и за это ее захейтили.
Касательно вот этого уровня жизни, да, и отношения, почему так получается, что люди, которые там думают, что молоко не из коровы, а из там тетрапака, условно, да, вот потребляют этот контент и вот такие эмоции вызывают. Как вы объясните? Нужно понимать, очень сильно понимать контекст. Э, Анна родилась в небедной семье. Для нее даже по меркам украинцев богатый украинец, который зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц, это бедный человек. А вся ее жизнь прошла в конкурсах, ее очень любили. Это на самом деле к ней можно относиться по-разному, но это девочка одаренная, которая много чего сделала. Большинство подростков за свою жизнь такого и не успели бы сделать. То есть, но благодаря статусу родителей. У нее нет понимания, отсутствие опыта того, что такое бедная жизнь. Потому для нее это что-то нереалистичное. Знаете, вот как для меня, например, когда я смотрю, как человек может зайти купить Rolex, а потом без шуток я видел такой контент, когда он эти Rolex просто выбросил и выбросил в море. Они упали, их вряд ли там нашли. Там Rolex за 120 тысяч долларов. Человек просто выбросил 120 тысяч долларов. Для меня это какой-то нонсенс. Зачем это делать? Какой в этом смысл? Я потом уже понял, для чего это люди делают. Это делается для контента, он на этом больше заработает, чем потеряет. Но суть заключается в том, что для нас это другой мир. И отсутствие личного опыта, вот этот разрыв с реальностью, возмущает людей, которые живут хуже. Обратите внимание, никто из тех, кто живет лучше, никогда не критикует тех, кто живет хуже. Им до них нет никакого дела. А тем, кто лучше нас, им просто не до нас, как говорил Амар Хайям. То есть это для них это не элемент злорадства. То есть дело в том, что, скорее всего, кто-то подумал, что Тринчер там просто злорадствует. Нет, она просто не понимает, ей это неинтересно. Она смотрит на это просто как, ну вот вы приходите в зоопарк, смотрите на то, как там вот, животные как-то живут, они это, с ними немножко познакомились и ушли. Она никогда не будет жить такую жизнь, скорее всего. Она никогда с этим не соприкоснется. И делает она точно не из-за зла. Ну, то есть, насколько, по крайней мере, мне доступна информация о Анне Тринчер, она человек не злой, она очень простой человек, просто у нее нет понимания того, что стоит за теми деньгами, которые у нее в обороте, которые доступны от папы, который ее очень любит. То есть, типа, там совершенно другой уровень жизни. Это им этого не понять. Ну, то есть они не способны будут никогда понять, что такое, там, например, считать деньги, потратить их на булочку или на проезд. Но купить булочку и идти 3 километра, или все-таки потратить последние деньги на проезд, потому что завтра вечером упадет там зарплата на карту. Они этого не поймут. Это просто... Я не просто так сделал это отклонение в эту сторону, потому что Угу. кажется, что Зеленский, несмотря на все эти рассказы о том, что там щупленький маленький еврейский мальчик в промышленном городе Кривой Рог, советский там, да, вот добивался всего сам, сцена, КВН, шоу, кажется, что он давно оторван от реальности, как и внимание. Возвращаюсь к началу нашего разговора, и его окружение, которое политическое издание Foreign Policy говорит, надо менять. В этом, ну, на этой итерации, да, вот сейчас все обсуждают там бюджет Украины на следующий год и повышение зарплат учителям, врачам, студентам стипендии, в общем, и такое достаточно существенное. Экономисты, которые плюс-минус соображают, говорят, то, что повышается больше на 10%, сори, это предвыборка, это политика. То есть так математика так работает. Лучше ты будешь несколько лет повышать на максимум 12,5 с учетом инфляции и всего остального, чем вот так вот на следующий год бабах. Это означает, что что-то от народа нужно. Вообще понимает Зеленский жизнь в военном государстве Украина, в тылу этого военного государства? Вот как вы оцениваете? И действительно ли вот эти Анни Тринчер, ну не в том смысле слова, что не злые, там, Я добрые, понял. а вот эти вот такого статуса люди, да, которые там про булочку и проезд не думают, дают ему совет? Дело в том, что они, в принципе, не понимают, в каком положении находится государство. Потому что государство – это не верх, не потолок заработка и даже не средний показатель заработка. Качество жизни определяется по самой незащищенной группе. В принципе, любой экономист вам объяснит, что уровень жизни будет определяться по самой незащищенной группе.
это могут быть там, либо переселенцы, либо люди, которые потеряли работу и так далее. Исходя из этого, нам нужно понимать, к чему нужно стремиться. Стремиться нужно к показателю там, усреднению. Но у нас нет возможности стремиться к усреднению, у нас возникает вот этот вот очень большой гэп, такой, знаете, как провал между бедными людьми и богатыми людьми. Вот, кстати, хочу сделать такую отсылку, как-то, ну, это было давно относительно, может, год назад, Алексей Арестович об этом рассказывал очень хорошо, что есть слишком большая пропасть между пониманием обычных людей и военных, обычных людей и богатых, военных и богатых людей. И теперь появилась еще одна каста – богатые военные. Но эти богатые военные – это так называемые вот эти барбершопные военные, которые сидят и рассказывают о том, что нужно делать, но сами как бы к этому отношения прямо не имеют, они просто являются купленными людьми для того, чтобы снизить градус накала среди своих. Хотя на самом деле свои не уважают этих людей. То есть военные на самом деле не уважают тех публичных военных, о которых мы слышим. И внутри страны вот эта социальная динамика, которая происходит с точки зрения социальной психологии, она теряет культурную ценность. То есть если раньше для нас превозмогать, вот как у русских, если они плохо живут, но они хотя бы понимают ради чего. У нас нет понимания. Вот, допустим, что говорит Путин? Путин говорит, мы империя, и мы действуем как империя. Все, вот мы идем вот по шагам империи. Мы, да, такие вот, да, мы будем договариваться, но посмотрим как. Мы агрессивны, мы сильные, мы можем. Как действует наше государство? У нас нет идеи общей. Вся наша идеология упирается как угодно, но не как Россия. Но то, как делает Россия, для России эффективно. А то, как мы делаем, вернее, как стремимся не делать, неэффективно. И получается так, что вот этот разрыв между, давайте возьмем условные, да, вот этот нарицательные Анны Тринчеры и бедные люди, он будет формировать ненависть, знаете, у кого? Не у бедных, у среднего класса. У бедных нет достаточно возможностей и времени для того, чтобы критически это оценить. А средний класс, наблюдая за всем этим, не удовлетворен. И вот неудовлетворенность вот этого среднего класса приводит к тому, что они просто выезжают из государства, кто может, все остальные просто становятся в оппозицию. Но, как мы с вами уже раньше обсуждали, в оппозицию очень тихо, у себя где-то на кухне. Принимать общие решения они, к сожалению, не смогут. И это вот такой, знаете, маленький удивительный феномен на самом деле с психологической точки зрения, который называется иллюзия контроля. Она есть у низшего по доходу и у самого высокого по доходу, по статусу населения. Иллюзия контроля – это тенденция человека верить в то, что он способен влиять на те события, которые в принципе невозможно контролировать, либо контроль незначительный. И вот у низшего населения есть «мы сможем побороться, если будем плохо жить», а у высшего «мы живем хорошо, мы можем так жить долго». И у них формируется представление, что они хорошо живут, потому что в стране война, особенно на эффекте контраста. А у этих есть ощущение, что война рано или поздно закончится и закончится в пользу нам. Ну, это уже связано с медиатеррором и невозможностью людей услышать просто альтернативную точку зрения. Клеймится абсолютно любой человек, который говорит хоть какую-то правду. Так, а получается, топка – это средний класс. Ну, да, там да. Страдают всегда они. Да, страдают они. Они больше всех зарабатывают. Они, по большей мере, потенциальный средний класс, выехали, когда 18-22 открыли доступ к выезду за границу. Но активно участвовать они не смогут, потому что они ориентированы на улучшение качества жизни. И они, собственно говоря, будут либо уезжать, либо будут переформатироваться и стремиться к высшему уровню. А, скажем, активно действовать против государства будут пенсионеры, потому что им просто не на что будет жить. Ну, у них не будет возможности выживать, и поэтому какая разница, как умирать, с картонкой на Майдане или дома, пролеживая диван. Ну, у них нет возможности. Посмотрите, какие коммунальные, они за эти коммунальные платят, хотя коммунальных нет. Ну, вся история, которая была постоянно про то, что будет заморозка тарифов, что будет поддержка для пенсионеров. Пенсионный фонд – это сейчас фантом, его не существует. Пенсионный фонд – это просто название. То есть я не понимаю, как жалко вот военных жалко, и жалко людей, которые пенсионного возраста, которые и вынуждены идти работать, из-за чего теряют качество жизни. А они работать нормально не могут, потому что не хватает денег. Ну, просто физически невозможно прокормиться, даже если ты будешь есть самую дешевую еду.
И вот это непонимание населения Анны Тринчер проблемы этих проблем, они вызывают их, собственно говоря, как, ну, типа, ничего себе, интересно, гляньте, как эти мурашки могут двигаться, оказывается, они, о, как они зашевелились. Для них это, у них, они не злорадствуют. То есть они не плохие люди в этом контексте, они не злорадствуют, у них нет понимания. Ну, вы знаете, вы так сейчас описываете, и вот если мы так подойдем более-менее такой с политической точки зрения, или, ну, такой исторической где-то даже, да, но это как бы революционная ситуация. Как это? Верхи Мгм. не могут, низы не хотят, или наоборот. Ну, тут в зависимости, как поиграть, как скаламбурить выражение. Когда есть существенный разрыв, и потом мы видим условно оголтелых, голодных, ну, скажем так, бедных, ну вот людей, которые свергают высших, потому что между ними такая пропасть, поэтому там это все превращается в условный посыл там декрет о мире, декрет о земле, и такой вот, ну, начинается большевизм. Не в чистом виде, но история Мгм. социальная повторяется. И все же прекрасно помнят, да, к чему это все привело, и те, кто там старшего поколения, они же видят эту историю. Да, есть верхушка, она всегда была, никто не спорит, но номинально государство вот, платило больше работяге, чем условно там его начальнику. На всех заводах так Мгм. было. И считалось трудящиеся, там рабочие, крестьяне, и они были в части, как вот их возвеличивало государство как социальный класс. И вот за это, собственно, поэтому и говорят, что революция победила и так далее. Получается, что создаются такие условия, но тут же 21 век, тут же мы видим, да, вот это противостояние леваки, правые, правых называют фашистами, леваков тоже там, они сейчас там перемешались в своем идеологической Да. подоплеке. Сейчас вот это противостояние идет, мы глобалисты, а мы нет, а мы там суверенисты. И вот это вот начинается, да, определенная штука, которая в принципе, по тем же канонам, что и 100 лет назад, выльется в какие-то новые политические движения. В Украине что может быть, исходя из этого? Вот смотрите, мировая тенденция, да, миграционный вопрос. Лондон выходит, там говорят 150 тысяч, но некоторые говорят не верят, там миллион, Миллионы. может больше, там полтора, два, то есть Мгм. выходят белых британцев, которые говорят, Крестьян. хватит, ну там миграционная политика хватит, это проблема вообще во всем мире. Понятно, на этой почве с идеологической точки зрения штормит и Америку тоже. Собственно, поэтому Трамп и выиграл. А, Война как бы отторгнула эти все вопросы в Украине. То есть мы выпали из этого контекста мирового, но мы же в него ворвемся, когда закончится война. Или нет? Что может быть цементом для этого общества? Мы ворвемся в этот контекст в негативном ключе, потому что из-за э, кадрового паралича и демографической проблемы количество людей приезжих, которые будут работать за небольшие деньги на территории Украины, количество будет обратно пропорционально качеству. И мы ничего не сможем с этим сделать. Права украинцев будут ущемлены. Украинцы, в принципе, сейчас начинают ну, сталкиваться с ущемлением во всех европейских странах. Кстати, благодаря власти. Власть делает все возможное, чтобы украинцы друг друга ненавидели. Сейчас кого не спросишь, кто хочет уезжать из Украины, первый вопрос, который они задают, а где есть поменьше наших? Куда можно поехать, где меньше наших? То есть это много как бы объясняет. Поэтому мы столкнемся с этой проблемой, но немножко в другом ключе, и не сможем с ней бороться, потому что нет культуры национального единства. Потому что та культура национального единства, которая у нас была, славянская, она сильно отделилась. Теперь многие украинцы не хотят себя ассоциировать со славянами, потому что почему-то у людей есть ошибочное мнение, что славянин равно русский, белорус и так далее и тому подобное. Но на самом деле это значительно больший этнос, но начинают себя отделять. Даже с поляками не хотят себя идентифицировать. Хотя на самом деле поляки могут быстро рассказать, что тут шляхта. И получается так, что останется нация одинокая, сильная, но одинокая нация. Сильная, потому что пережила очень серьезную бурю, шторм серьезный, но адаптивная, у которой есть понимание, куда двигаться, но нет понимания, почему и зачем.
И мы с этим столкнемся, к сожалению, и ничем тут уже на этом этапе исправить это сейчас невозможно. Вы так вот сказали, то, что вот, да, есть верха, есть низа, и вот это как раз революционная история. Но дело в том, что в Украине революция невозможна на данном этапе. Почему? Объясню почему. Есть такое понятие в теории социальных взаимодействий и в когнитивной психологии, которое называется недооценка бездействия. Звучит примитивно, но на самом деле сложная штука. Недооценка бездействия – это тенденция недооценивать последствия бездействия в сравнении с действиями с аналогичным исходом. Я приведу очень короткий пример. Представим себе ситуацию. Есть человек, который болеет чем-то. Ну, какая-то болезнь, которая не существует. Если назначать лечение, то летальный исход будет в 15% случаев. Ну, представим, человек болеет, мы назначаем лечение, и от лечения он умирает в 15% случаев. Но если мы не назначаем лечение, и человек сам живет, он тоже умирает, но в 20% случаев. Александр, как вы думаете, выберут люди действовать или бездействовать? Лечиться и с 15% шансом умереть? Или не лечиться и с вероятностью 20% умереть? Ну, наверное, конечно. Ну, так по менталитету, судя по тем людям, которых я встречал, не лечиться. Не лечиться, потому что это все равно может привести к смерти, а процент они не учитывают. Люди, опять-таки же говорю, когда почему бедные? Потому что дурные. Почему дурные? Потому что бедные. Это такая как поговорка, да, но на самом деле в этом есть логика. Из-за неспособности удовлетворить базовые потребности, когнитивный показатель, интеллектуальный, очень сильно падает. И люди думают, так, есть вариант какой? Я выйду сейчас на Майдан, буду что-то возьму, как-то буду это делать. Есть вероятность, что я умру. Она вот такая. Меня отправят на фронт, посадят в тюрьму и так далее. Но можно просто ходить на работу. И в какой-то рандомный момент с какой-то вероятностью его загребет ТЦК, и он поедет и тоже умрет. И дело в том, что активное действие навстречу к смерти, даже если они имеют похожий процент, воспринимается более негативно, чем пассивное действие, то есть или бездействие, в сторону смерти. Люди не хотят действовать, и потому революции в Украине не будет, потому что все, кто мог ее сделать, уже выехали, потому что благодаря гениальному ходу, открытию границ с 18-22 лет, кстати, вот не понимаю, почему до 22, почему не 24, да, вот все-таки продление вот этой вот статуса и войны на 2 года, вы же знаете, да, то есть уже заложен план по бюджету не равно бюджет, мы это тоже знаем, но готовиться к тому, чтобы эти люди возраста 22, ну, 23-25 готовились умереть. То есть их готовят к смерти. Представляете, это как есть загон, выпускают каких-то там, допустим, животных свободно, они убирают, а остальных закрыли. И вот эти вот, которых закрыли, они не понимают, к чему это. Потому что скоро что? Праздники. И их станет сильно меньше. Потому отвратительное отношение государства, вот мне кажется, им бы просто нанять какого-то хорошего, качественного психолога, не шаманов, которых они там магов нанимают. Наймите нормального психолога, он вам расскажет, как вести коммуникацию, и вы будете хотя бы в глазах общественности не выглядеть кретинами. Но они же не идут на это, они же почему-то закапывают себя каждый раз, потому что есть ощущение того, что люди не будут действовать. А у людей нет возможности действовать, потому они в этой всей истории и выигрывают. Проигрывает только народ. Так народ готов терпеть. Смотрите, двоякое у меня чувство. Понятно, я все понимаю. Социология, КМИС, надо было подкрепить какой-то... Это же период очень важный. Сейчас там Трамп в Лондоне, Генассамблея ООН, наверное, встретится Зеленский и Трамп. Вот эта вся, вот эта история тоже, да, по поводу бреда величия. Типа, я готов без условий встречаться с Путиным, но не в Москве. То есть без условий, но не в Москве. Ну, то есть вот такие моменты. Ну, там понятно, что там у меня в телеграм-канале шутят там, ну так в Питере давай, в Крыму можно встретиться, кстати, чё не, в Крыму. Кстати, это очень достойно. Ну, да. То есть можно встретиться вообще, и все будет хорошо. Ну, ладно, это такое уже рассуждение. Смысл в чем? Смысл в том, что вот Зеленский, он как бы вот в этот период видно, что ему нужна вот эта подпитка, подкрепление, да, своей позиции. И социологию используют для этого. И поэтому выписывают 62% готовы терпеть столько, сколько нужно.
54%, если там чего-то вдруг случится плохое, да, на фронте, или там с войной, или там чего-то произойдет страшное, прорывы какие-то, готовы присоединиться к ВСУ. Ну, то есть, абсолютно пичкают вот такие, ну, ну, такими вопросами. Особенно умиляет вот этот план Европы. План Европы по завершению войны. Это вообще что-то. И все за план Европы. Конечно, все. Европы? Чего за план? Какой план? То есть его нет выписанного как такового. Есть какие-то наметки. И за этим планом же скрывается что? Хотелка Зеленского. Ну, то есть понятно, зачем это вводилось и делалось. А, И Зеленский как бы... И украинцы вроде как готовы терпеть. Ну, мы терпим. Все нормально, мы терпим. И смотрите, показывают социологию. Двоякое почему у меня отношение. С одной стороны, я понимаю, что это, ну, ерунда. Ерунда. Гэллоп 50% плюс уже готовы к переговорам, ко всем уступкам, давайте, хватит. Мы же видели эту социологию, не кмисовскую, другую. Но с другой Мгм. стороны, даже нарисовать эти 60%, ну пускай, ну сколько они докрутят? Ну там, ну 10, 15, хорошо. 20. Да, там обманут с вопросом. Но все равно есть вот это вот, получается, это обреченность. Что, ну, сколько? Вот война, вот сколько будет война, столько будет и война. Почему так? Мгм. Вернемся к самому началу нашего сегодняшнего с вами разговора. Отклонение в сторону статуса кво. Психика стремится к минимизации ложных действий. А за счет недооценки бездействия. То есть человек думает, что я не могу ни на что повлиять. Если не могу ни на что повлиять, нужно придерживаться той ситуации, которая сейчас есть. Потому что мозг запоминает. Смотрите, Александр, какая интересная вещь. У мозга есть ложная корреляция. Он связывает вещи, которые между собой могут быть не связаны. Он думает, что если что-то произошло после чего-то, значит оно обязательно произошло вследствие. Поняли, в чем суть? Мозг так думает. Луна взошла, сосед зарезал свою там жену, значит он зарезал жену, потому что взошла Луна. Людям свойственно во время бедности, трудностей иметь вот это магическое мышление и алогические выводы делать, то есть которые не связаны с логикой. Потому что они думают? Они думают, сейчас я жив, потому что все, что происходит, у нас есть. Это, как правило, люди, которые, ну, давайте так, это женщины, которые уехали, это женщины, которые там в Германии на пособие живут, это женщины, которые никогда не будут воевать, это женщины, которые либо их уже близкие уехали воевать, и они либо умерли, либо еще живы, но они не ощущают на себе реальных последствий войны. Уменьшение зарплат и снижение качества жизни для них это нереальные последствия. Они живы, это вот они оценивают. И из-за недооценки бездействия, то, о чем мы только что говорили, нежелание действовать, рисковать, потому что исход может быть плохой и так, но если ничего не делать, то исход будет хуже, с большей вероятностью. Но лучше ничего не делать, а это, знаете, наше само пройдет. И вот они остаются в такой ситуации. Никто уже, наверное, в социологию на самом деле не верит, которые там 62% людей готовы до последнего, никто в это не верит. Но как я уже сказал, при бреде, бредовых расстройствах, например, бред величия там, или бред реформаторства, вот уже я изменю мир, или бред дворянства, есть еще такой бред, я особого рода, я могу что-то там изменить, я там какой-то очень важный человек, я же говорю, на иконах себя пишет, но это цирк. И получается так, что из-за вот отсутствия критики, из-за бредового компонента, тут может быть все, реально 3 года воевать, ну, он нормально и не спит, у него другие косвенные факторов очень много. Человек живет в постоянном стрессе. Конечно, у него появятся какие-то бредовые идеи. И вот это вот элемент бреда может быть связан с тем, что он думает, что любая информация, которая будет официально подана, равно официальной информации. Для него у него же опять вот этот разрыв логической связи. Если опубликовано и люди не вышли на Майдан, значит они с этим согласны. 62% людей готовы идти до конца. Вы опубликовали, смотрят, Майдан не вышел. Значит что? Значит люди поверили в эту информацию, значит готовы. Движемся дальше. И из-за вот таких вот маленьких, из таких крупиц состоит огромный вот этот вот бредовый титул, что мы можем, у нас получится, нам весь мир должен. Но люди уже реально, я вот сейчас, знаете, в туре, у меня тур по разным странам и городам, и куда они реально устали. Уже устали люди, которые к этой войне отношения никакого не имеют. Вот устали все. И желание
нашей власти разрушить хоть какой-то положительный статус реально ни в чем не виноватых, хороших людей, украинцев, которые уехали, возможно, еще задолго до войны. Вот это вот желание его разрушить, чтобы мы везде были неугодны. То есть, да не достанется ж ты никому. Вызывает у меня только одну мысль. Знаете, какую? У меня ощущение, что просто Зеленский ненавидит украинцев. Вот именно как нацию. Вот просто ненавидит ее. Так а любит кого? Европейцев? Да нет, слушайте, зачем кого-то любить? Это что же, знаете, так, если кого-то ненавидит, значит кто-то Нет, никого не я любит. почему так про европейцев? Вы же помните вот эту историю, когда он там учителя, Путин, ну вот эта вся история, что там Путина учили немецкому языку, женщина-учительница, да, Мгм. о ней много писали, там, фильмов делали разных, он ей цветы Мгм. приносил, дарил когда-то на камеры, ну, это такая старая история. Он ее вспоминает, говорит, научила немецкому, а европейцам быть не научила. Все как-то, здравствуйте, приехали. То есть, так она и не учила его быть европейцем. И плюс сюда зашивается вот эта история с более, ну, как, высшего порядка людьми. Ну, типа, европеец, это значит чуть-чуть лучше, чем мы, а мы должны к нему стремиться. Да елки-палки. Ну, вот эта вот история с внутренней малозначимостью, что как будто бы нам нашей культуры не хватает. Ну, да, у нас нет идеи. То есть у украинцев, как у нации, нет идеи к чему-то стремиться. Есть идея от обратного, стремиться от чего-то, ну, там, от российского, от всего, что связано, я не буду говорить русского, потому что российское, русское это не совсем одно и то же. Не хочу быть сильно, знаете, таким душным, уже прям придираться. Но российское и русское это не одно и то же. Мне бы хотелось, чтобы все-таки люди это понимали. И вот у нас есть стремление стремиться от всего российского, а куда стремиться? И вот такие, в Европу. Мы там никому не нужны. У нас нет никаких аспектов культуры, связанных с Европой. Ну, никаких. Мы Как? Западу не Подождите, нужны. ну что вы такое говорите? Дочка Ярослава Мудрого там королевой была, там ну, Пилипа Орлика как первого там, что куча сейчас набросают, скажем так, Липа моментов. Орлика, это что-то там с Конституцией было связано, да, где мы были написаны как Малороссия, если я не ошибаюсь, правильно? Вот это вот, да? Ну, ребята, знаете, когда вот я учился в военном лицее имени Богдана Хмельницкого, имени Ивана Богуна, господи, и нам рассказывали в этом раньше оно было Суворовским, но его потом в какой-то момент переименовали, потому что мы должны быть как бы самостоятельными, имени Ивана Богуна его назвали. И вот я учился там 2 года БРК и Киев. Значит, нам рассказывали историю. И там ни у кого не стояла задача как-то опорочить Украину или там, знаете, что-то сказать. Но в истории четко было написано отношение людей к территории на определенных этапах. Для меня была загадкой, что до какого-то момента понятие Украина не существовало. Потом, что Украина входила, на тот момент для меня это было новостью, что мне было 12 лет, мне рассказали, сначала мы были там, потом там. Я говорю, а когда мы были реально, ну там суверенитет, есть какая-то связь? Они говорят, не-не-не, вот сейчас мы, да, сейчас свободны. А тогда было по-другому. И когда я говорю, а если вся национальная идея столетиями формируется под давлением бесконечных конфликтов, и желание причинить как можно больше ущерба кому-то, то мы ляхов ненавидим, то мы тех ненавидим. То есть, а есть кого-то, кого мы любим? Я говорю, это есть хоть кто-то, к кому мы хорошо относимся. Мне преподаватель тогда очень классно сказал. Вот был преподаватель, до сих пор помню, Радислав Степанович Кокадзей. Вот он сказал такую вещь. Он сказал, говорит, самый основной объект ненависти, говорит, у нас, как у нации, это украинцы. Говорит, никто не ненавидит так украинцев, как сами украинцы. Говорит, и мне сказали, Спартак, можешь относиться к этому как к национальной идее. Можешь принимать это, можешь нет, но ты увидишь. А это был какой? Это был 7-й год, по-моему. Или 6-й даже год. Ну а ты увидишь, чем это все закончится. Рано или поздно мы сами себя съедим, потому что организм, который ведет войну против себя самого, обречен на поражение. И нет у нас стремления к Европе. Мы к Европе имеем очень косвенное отношение. Все управленцы и все правители, которые были, они Украину, они нигде не назывались как украинцы. Кто-то подданный какого-то князя, кто-то подданный короля польского, кто-то подданный короля, кто-то царь. То есть Богдан Хмельницкий, он же нигде не писался как украинец.
Ну, мы же за него ратеем, правильно? Ну, то есть нам же приятно. Но он куда ни шел, он был то какого-то княжества одного, которое к Украине, к территории Украины не имело никакого отношения, то еще какого-то. Почему так было, я не знаю, я не историк, скажу прямо, Александр, не хочу заходить ни на свое поле, потому что меня потом скажут, вот это не твое, не лезь. Но с точки зрения, о чем могу говорить, про психологию. С точки зрения психологии это не формирует уверенности и желание действовать. Поляки, у них внутреннее понимание, почему? У них внутреннее понимание у поляков, что каждый из них может стать кем-то, и он является частью большой шляхты. Ну, У хотя нас, процессы-то те же самые. Тоже уезжают, да, ищут да, лучшей жизни, там, в ту же Британию, туда на Запад, в ту же Германию, там, а тут замещение происходит населения. А, Трамп, ну, опять-таки, сложно сказать, наверное, да, но тут исключительно нужен трактат психоаналитика. А, Вот мы видим, ну, как по делам, да, если судить. Трамп говорит, я закончил там 7 войн за 8 месяцев или там 8 да, войн да, за да, да. 7. Он путается иногда. Он говорит, вообще от наркотиков погибло 300 миллионов человек в Америке, а там всего 340. Ну, в общем, такой какой-то. Он легко Ну, интересно, да. обращается с цифрами, но тем не менее. Он говорит, что настолько ненавидит Путин и Зеленский друг друга, что Мгм. ему уж ну придется садиться с ним за Придется. одним столом и быть при этой беседе, в общем, как-то ее модерировать. А, Что это за прием? Ведь четко видно, что это прием. И когда там, знаете, все смеются, подтрунивают над Трампом, там говорят, ага, там 24 часа, ага, очередные 2 недели. Ну вот, мы же понимаем, что это политический прием. Это ж показательный момент был, когда он там вчера украинскую журналистку встретил. Ну, опять тоже. Ну, по Трампу можно книжки писать на самом деле, да, когда был пресс-подход, и там говорит, вот вы президент, как вы зарабатываете, там, увеличиваете активы, насколько это честно. Говорит, а вы откуда? Говорит, из Австралии. Ой, замолчите, я пожалуюсь вашему лидеру, вы говорите очень опасные вещи. Ну, как в детском саду, ну, елки-палки. И вот встречает украинскую журналистку, говорит, вы там 17 патриотов обещали, а вы откуда? Из Украины. О, из Украины, я люблю украинский народ, у вас даже чуть-чуть украинский акцент. И погнал. Войны никогда не должно было случиться, все это ну, обычная риторика, и в конце типа, мы это все решим. Мы вот, типа, не волнуйтесь, он ей как к женщине, как к человеку говорит, не волнуйся. Короче, про Патриота не ответил, а вот как человека, украинку, там, журналистку успокоил. Это все модели, это все, ну, скажем так, это все образы, это все приемы, это все инструменты, как отвечать или не отвечать на вопрос. Мгм. Так а что вы думаете означает вот эта тема со встречей на троих? Ровным счетом ничего. Это просто способность его уходить от вопросов. Он говорит, ну теперь-то я точно, смотрите, как это работает. Теперь-то я точно должен сесть, то есть до этого он как будто бы серьезно не был намерен, должен сесть и взять в свои руки переговорный процесс. Во-первых, почему он может так говорить? Мы смотрим на социологию, то есть на тенденции в Европе, в США, в Украине и в России о готовности вести войну. И получается так, что продолжать войну реально готовы продолжать только русские. То есть тут становится понятно, потому что у них есть успехи. У них есть успехи на земле, а вся история, то, что у нас там рассказывают, то, что мы можем, мы наблюдаем просто по улицам. Они пустеют. В Украине уже не так много людей, готовых или способных даже воевать. Он наблюдает эту тенденцию и понимает, что ситуацию нужно спасать путем блефа. История о том, что я теперь способен сесть, это просто элемент блефа, как будто бы до этого это не случалось только по одной простой причине. Знаете по какой? Он не хотел. Теперь он будет давить на Украину таким образом, чтобы Украина на это согласилась. Потому что обратите внимание, как ловко, смотрите, на самом деле Трамп гений, он не глупый, он гений. Что он сказал? Я готов ввести жесткие санкции, которые похоронят Россию, если Европа откажется от энергоносителей. Полностью. Откажитесь вы, введите полные санкции. А теперь смотрите, что он сделал. Европа ввела 18 пакетов санкций, если я не ошибаюсь, правильно? Введение вот этого количества санкций не привело к тому, что они перестали
закупать энергоносители. И теперь, когда он сказал это, выглядит так, будто в успехах России виновата Европа. Не Трамп не способен. Трамп хочет, я хочу, но я не могу, потому что Европа помогает России побеждать. В этом всем свете люди, которые обычные люди, я не говорю про аналитиков политического толка или там социологов, обычные люди, у них формируется представление. Помните, если то это. То есть если что-то произошло после чего-то, значит оно произошло вследствие. Значит, Украина не может победить, потому что Европа помогает России. И сейчас я кого не спрашиваю из знакомых, я им давал этот тезис. Как ты думаешь, как обычный человек может проанализировать? Говорит, ну тут же все понятно. Трамп указывает на причину того, что закончить войну нельзя. Европа покупает газ. Или Европа покупает другие энергоносители. Это гениальный ход. Он таким образом может просто скинуть всю ответственность, это смещение фокуса внимания ответственности на того участника, который всегда им был. Он всегда был этим участником, ничего не поменялось. Просто сейчас необходимо показать, что я не готов принимать решения, основываясь на том, что вы продолжаете помогать России. Никто не покупает столько, Индия и Китай еще не покупают столько у России топлива, сколько покупает Евросоюз. То есть не просто некоторые страны Европы, а именно европейцы, которые относятся к категории членов Евросоюза. И это не изменится. Никто не перестанет это делать, потому что уже немецкая экономика похоронена. Уже есть примеры. И вот недоверие будет. Мы это видим, что Мерц теряет статус Макрон. Я вообще не знаю, что там дальше будет. Мне кажется, просто это будет импичмент. Но глядя на то, что происходит, мы можем наблюдать, что психологическая, психосоциальная динамика стремится к тому, чтобы обвинить Европу в способности России побеждать в этой войне. По сути, на самом деле, Европа сама с собой воюет. России-то Европа, она не нужна. Они отправляют каких-то случайных, там 9 дронов, там поднимается на уши полпланеты, ледь сбивают эти дроны, там такой ужас, такая паника, там у нас по 800 дронов летит, ну типа по 800 БПЛА летит, там 700 с чем-то сбили, все остальное люди уже относятся так, ну там куда-то прилетело. То есть а ненавидеть будут не русских. Опрашивали, я не знаю, видели вы это видео или нет, если интересно, я потом его вам скину, где задавали вопрос поляку. Как вы думаете, поляку, который жил рядом с местом, куда прилетел, как вы думаете, чей это дрон? Он говорит, да как чей? Украинский. Он не знает, чей это дрон на самом деле. У него нет этого понимания, чей это дрон. Дрон там быть российским, белорусским, что угодно. Но что он скажет? Украинский. Потому что у них есть прямая взаимосвязь. До тех пор, пока украинцы не приехали, было хорошо. Сейчас у украинцев война, проблемы у нас. Украина проблемная страна, никто не хочет уже с ней связываться. И даже Трамп от нее отгораживается. А вот эта история, почему, знаете, есть такой тоже, я себе пометил, хотел с вами поделиться, и с подписчиками, очень интересным эффектом. Почему, когда пишут какую-то ерунду на людей, которые говорят правду, вот, допустим, вот вы скажете какую-то правду, это же потом в средствах массовой информации всегда исковеркается, подастся неправильно, либо вообще замолчится, чтобы ни в коем случае никто ничего не услышал. Арестович что-то скажет, еще один блогер что-то скажет, скажут какие-то люди, которые разбирают, на самом деле понимают политику, потому что они ее часть. И подается плохо подается информация, и люди в нее верят. А опровергнуть ее, во-первых, никто не дает возможности. Никто не дает такой возможности. А во-вторых, в этом мало смысла. Этот принцип называется закон Брандолини. Еще его называют закон асимметрии чуши. Энергия, затраченная на противостояние бредовому высказыванию, затребуется в 10 раз выше, чем энергия для написания бреда. Я могу что угодно в интернете написать и заставить другого человека объясняться. Я могу написать ерунду какую-то. Вот это там кого-то изнасиловал. Вы представляете, сколько усилий нужно человеку, чтобы доказать, что этого не было, что в этот момент он находился в другой стране, что еще что-то. То есть, а у нас люди не пользуются законами Хитчинса. Время доказательства ложится на того, кто выдвигает утверждение. Если ты говоришь, что этот человек является пророссийский, докажи это, приведи четкие тезисы. А у нас как? Пророссийский блогер что-то там сказал. Все, и люди вынуждены в это верить. Контраргументов дать возможности никто не дает. И что самое главное, они не нужны, потому что усилия для опровержения этой позиции нужно значительно больше,
чем для того, чтобы просто это ляпнуть. Потому для подписчиков, возможно, будет интересно, этот закон асимметрии чуши, закон Брандолини. Помните, что бы вы ни читали, что бы это ни было, всегда смотрите противоположную позицию. И вы заметите, что все люди, у которых есть своя точка зрения, например, вот Александр Шелест, вы всегда можете зайти и посмотреть. Он высказывает свою позицию, которая может быть не угодна кому-то другому. Но в отличие от правящей партии или там давления со стороны социальных медиа, всегда предоставляется альтернатива. Зайдите еще туда, посмотрите туда, что говорят власти. Никогда не читайте недостоверную информацию. Что даже этот комитет по противодействию с дезинформацией несет же полную чушь. Иногда публикуют какие-то картинки, которые не соответствуют действительности. Опубликовали картинку фотографии этого Путина и Моди там, 3-летней давности. Потом вынуждены были удалить. Что, клинические идиоты работают, что ли? Как их туда набирают? По какому это? Ну, то есть непонятно. Потому вот, да, рекомендация все-таки такая коротенькая, что всегда смотрите на альтернативную информацию. И, как правило, я уже сделал для себя вывод, что чем больше государство ополчается против человека, тем больше этот человек прав и мне приятен. Потому что я наблюдаю динамику, что умные люди держатся как бы дистанции от подавляющего большинства. Но до большинства стараются донести правильные мысли. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за новую встречу и за ваши мысли. Спасибо большое, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Поставьте лайк, не забудьте. Подписывайтесь. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.